Все готово для подписания договора между США и Ираном по видеосвязи с электронными подписями. Трамп торопится, Иран все еще не готов. Суда понемногу начали идти через Ормузский пролив, и не по иранскому маршруту. Внутри Ирана раскол из-за сделки с США, но руководство страны пока держит лицо. Израиль вновь атаковал Ливан, это ответ на обстрелы Хезболлы. Великобритания задержала российский танкер из теневого флота. Украинские беспилотники долетели до Рыбинска. Горит нефтехранилище. В Швейцарии голосуют за ограничение количества жителей страны. А вечером весь мир отвлечется от чемпионата мира по футболу, чтобы посмотреть бои без правил на лужайке у Белого дома. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Анонсированный Дональдом Трампом электронный договор между США и Ираном, запрещающий Тегерану владеть ядерным оружием, пока так и не подписан. Напомним, Трамп заявил, что соглашение может быть достигнуто уже в ближайшие сутки. Но Тегеран публично это не подтверждает. По словам Трампа, после подписания Ормузский пролив должен быть открыт для всех судов. Пакистанский премьер Шахбаз Шариф, который выступает посредником, также заявил, что Вашингтон и Тегеран согласовали рамки сделки и готовятся к электронному подписанию. Однако иранская сторона дает более осторожные сигналы. Представитель МИД Ирана Исмаил Багай заявил, что подписание так называемого Исламабадского меморандума в воскресенье не состоится, хотя не исключил, что документ может быть подписан в ближайшие дни. Исламабадский меморандум, работа над которым сейчас продолжается, направлен на прекращение войны, и на данном этапе принято решение не обсуждать ядерный вопрос. Мы должны дождаться точного момента подписания меморандума. Хотя это не произойдет завтра, нельзя исключать возможность подписания в ближайшие дни. Однако из-за нестабильности другой страны мы должны проявлять осторожность в отношении любых заявлений, касающихся этого процесса. Корпус стражей исламской революции отдельно раскритиковал необычную настойчивость Трампа по поводу даты подписания и заявил, что текст еще не финализирован. В КСИР предположили, что президент Трамп намерен добиться подписания меморандума о взаимопонимании именно в день своего рождения, 14 июня. Президент Трамп демонстрирует необычайно высокий уровень настойчивости. График подписания, на котором настаивают Соединенные Штаты, является испытанием для нашей переговорной команды. Иранская переговорная группа ясно дала понять, что меморандум о взаимопонимании еще не согласован окончательно и не будет подписан в воскресенье 14 числа. Некоторые наблюдатели предполагают, что настойчивость президента Трампа связана с желанием использовать церемонию подписания в символических целях и превратить ее в мероприятие для собственной политической саморекламы. По данным американских СМИ, очную церемонию в Европе заменили возможным электронным подписанием, чтобы не сорвать процесс из-за логистики и расписания. Трамп в понедельник вылетает во Францию на саммит Большой Семерки, где также должны обсуждаться Иран, Ормузский пролив и гарантии выполнения будущего соглашения. Если меморандум будет подписан, он запустит 60-дневный этап технических переговоров. На нем стороны должны согласовать, как именно выполнять ключевые пункты. Прекращение войны, открытие Ормузского пролива, судьбу иранской ядерной программы и условия возможного финансового облегчения для Тегерана. В Ормузском проливе появились первые признаки восстановления судоходства, однако движение остается крайне ограниченным. По данным системы AIS и сервиса Marine Traffic, за последние сутки ни одно судно не воспользовалось иранской схемой разделения движения. Вместо этого несколько судов прошли через территориальные воды Омана по так называемому безопасному маршруту Project Freedom. Фактически это подтверждает, что международные судовладельцы по-прежнему избегают маршрутов, которые могут потребовать согласования с иранскими властями. По данным Financial Times, часть танкеров продолжает использовать альтернативные проходы вдоль побережья Омана под усиленным контролем международных военно-морских сил, а некоторые суда даже отключают системы спутниковой навигации во время перехода. Ормузский пролив остается одним из важнейших транспортных коридоров мира. До начала кризиса через него ежедневно проходили от 130 до 140 судов и транспортировалось примерно 20% мировой морской торговли нефтью и значительная часть поставок сжиженного природного газа. После закрытия пролива объемы движения упали более чем на 90%. Несмотря на отдельные проходы судов через Оманский коридор, полноценного возвращения к нормальному режиму пока не произошло. Судоходные компании и страховщики продолжают оценивать риски, ожидая окончательных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном. А вот что думают о перспективе ядерной сделки с электронными подписями жителей Тегерана? Иранское государственное агентство пропаганды на зарубежные страны ВАНА по традиции опросило 2 граждан страны. Это соглашение в конечном итоге будет заключено сегодня, завтра или через 2 дня.
Чем раньше это произойдет, тем лучше. Конечно, было бы лучше, если бы оно было заключено без слишком больших уступок с нашей стороны. Но, на мой взгляд, соглашение должно быть достигнуто. Это совершенно непредсказуемо. Трамп ложится спать вечером, просыпается утром, принимает решение и хочет сразу его реализовать. Но в любом случае, это соглашение должно было быть заключено еще в первый день. Америка хочет добиться от Ирана ряда уступок. В конечном итоге она получит их, либо силой, либо через соглашение, либо через убийство. На мой взгляд, соглашение рано или поздно будет заключено, но чем раньше, тем лучше. Я сомневаюсь, что Америка будет соблюдать это соглашение, но иногда приходится уступить 20%, чтобы потом не пришлось отдавать все 100%. Я не думаю, что соглашение будет достигнуто, но переговоры тоже являются частью войны, и, скорее всего, позже война продолжится. Это похоже на предыдущие переговоры, и, вероятно, все повторится снова. Америка не заключит соглашение, потому что все это часть ее политических игр, и она пытается выиграть время. Возможно, Америка ждет, чтобы посмотреть, что произойдет в других частях мира, например, чем закончится война между Россией и Украиной или что будет происходить между Китаем и Тайванем. Америка тянет время, чтобы затем снова вернуться на поле боя. В Иране нарастает внутренний конфликт вокруг возможного соглашения с США. Пока Вашингтон заявляет о готовности подписать меморандум уже в ближайшее время, часть иранского политического истеблишмента открыто выступает против любых уступок. Официально руководство страны демонстрирует единство. Президент Масуд Пезешкиан, министр иностранных дел Аббас Аракчи, председатель парламента Мохаммад Багир Галибаф и военное руководство поддерживают переговорный процесс. Однако консервативные круги, близкие к корпусу стражей исламской революции, считают будущую сделку капитуляцией после войны США и Израилем. На воскресенье в Тегеране запланирована акция протеста у здания МИД. Участники требуют отставки главы иранской дипломатии Аббаса Аракчи и председателя парламента Мохаммада Багира Галибафа. На митингах уже звучат обвинения в предательстве, памяти ликвидированного в начале войны верховного лидера Али Хаминеи и лозунги с требованием отказаться от соглашения. Один из наиболее влиятельных консерваторов, Махмуд Набавиан, заявил, что подписание документа фактически превратит Иран в рамколонию Соединенных Штатов. По его словам, соглашение может привести к открытию Ормузского пролива для всех судов, включая израильские, а также поставить иранскую ядерную программу под внешний контроль. Набавиан утверждает, что даже обогащение урана для медицинских или энергетических целей придется согласовывать с Вашингтоном. Дополнительное недовольство вызывает отсутствие ясности по вопросу отмены санкций и размораживания иранских активов за рубежом. Текст соглашения до сих пор официально не опубликован. При этом провластные СМИ призывают к сохранению единства. Газета «Джаван», связанная с корпусом стражей исламской революции, предупредила, что часть участников протестов игнорирует установки верховного лидера Моджтаба Хаминеи и провоцирует раскол внутри страны. Голам Хосейн Мохсени Эжей написал в социальных сетях: «Вероломный и хитрый враг возлагает большие надежды на подрыв нашего национального единства и сплоченности. Коварные сионисты открыто говорят, что ждут, когда улицы опустеют, и на них не останется посланного Богом иранского народа. Они унесут эту мечту с собой в могилу. Все руководители страны едины во мнении, что перед лицом врага нельзя отступать. В этом вопросе не существует никаких разногласий». В окружении президента Пезешкиана также выступили против эскалации. Советник Али Рабии заявил, что создание искусственных политических нарративов в нынешней ситуации играет против национальных интересов. Несмотря на сопротивление консерваторов, большинство наблюдателей внутри Ирана считают, что если окончательное решение будет принято верховным лидером и государственным руководством, оно будет реализовано независимо от давления со стороны противников соглашения. Израиль вновь наносит удары по южным районам Бейрута. Израильская армия заявила, что атаковала объекты Хезболлы в районе Дахия в ответ на обстрелы северных районов Израиля. По данным Цахал, за последние сутки из Ливана были выпущены несколько снарядов по приграничным населенным пунктам Шломи и Шомера, что в Израиле назвали грубым нарушением режима прекращения огня. На кадрах из Бейрута видны повреждения жилого дома в квартале Дахия, который считается одним из главных опорных районов Хезболлы. Израильские СМИ напоминают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху еще неделю назад предупреждал: любой обстрел из Ливана получит жесткий ответ, независимо от места запуска ракет. Эскалация происходит на фоне крайне хрупкого перемирия, достигнутого при посредничестве Соединенных Штатов. Согласно договоренностям, Израиль обязался не наносить удары по Бейруту, если Хезболла прекратит атаки на израильских гражданских лиц. Однако террористическая группировка отказалась официально поддержать это соглашение, а столкновения на юге Ливана продолжаются практически ежедневно. Нынешний удар совпал с переговорами между США и Ираном о возможном прекращении более широкого регионального конфликта. В Тегеране уже заявили, что атака на Бейрут может подорвать дипломатические усилия, тогда как в Израиле подчеркивают,
Безопасность страны остается безусловным приоритетом. Британские военные впервые самостоятельно перехватили танкер, который Лондон относит к российскому теневому флоту. Как сообщило Министерство обороны Великобритании, операция прошла в Ла-Манше утром 14 июня. На борт судна «Смиртус» под флагом Камеруна высадились бойцы Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью. Операция продолжалась около 6 часов при поддержке фрегата HMS Сандерленд, тральщика HMS Лэдбери, вертолетов «Чинук» и патрульной авиации. Рано утром сегодня я распорядился направить наши вооруженные силы на перехват нефтяного танкера теневого флота, который пытался пройти через Ла-Манш. Эта успешная операция наносит России еще один удар и напоминает всем, кто помогает финансировать войну Путина против Украины. Мы не позволим им скрываться. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в операции, включая наших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивают безопасность страны 24 часа в сутки, 365 дней в году. По данным британского правительства, судно будет удерживаться у южного побережья Англии до завершения расследования. Министр обороны Дэн Джарвис заявил, что теневой флот остается одним из ключевых инструментов экспорта российской нефти в обход санкций. Подобные операции требуют мастерства, профессионализма и мужества. Я отдаю должное нашим военнослужащим и всем, кто принимал в них участие. Россия использует свой теневой флот для финансирования конфликта в Украине, и наше вмешательство наносит еще один удар по незаконной войне Путина. Операция проводилась в тесной координации с Францией. Это уже второй подобный случай за последние 2 недели. Еще 1 июня французский флот при поддержке Великобритании задержал танкер «Тагор», который, по данным Парижа, использовал ложный флаг и участвовал в перевозке российской нефти в обход санкционного режима. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал кадры высадки спецназа и назвал действия частью борьбы с российскими схемами обхода санкций. Британские и европейские СМИ называют нынешнюю операцию серьезным повышением давления на теневой флот. По данным Министерства обороны Великобритании, Россия использует сеть из примерно 700 судов для сохранения нефтяного экспорта. Лондон уже ввел санкции против более чем 500 таких судов, а Евросоюз против более чем 600. Украинские беспилотники атаковали стратегическую нефтебазу Росрезерва «Темп» в городе Рыбинске Ярославской области, примерно в 250 километрах от Москвы и более чем в 700 километрах от украинской границы. После попадания на объекте начался пожар. Российские власти сообщили, что пострадавших нет. По данным украинских СМИ и осинт-аналитиков, «Темп» входит в систему Государственного материального резерва России и используется для хранения стратегических запасов топлива. Объект обеспечивает потребности Центрального федерального округа, железнодорожной инфраструктуры и ряда федеральных ведомств. Рыбинск также является важным транспортным узлом на маршрутах между Москвой, Северо-Западом и Верхним Поволжьем. Атака стала частью продолжающейся кампании ударов по российской нефтяной инфраструктуре. За последний месяц под удары пришлись по энергетической инфраструктуре в Краснодарском крае, Ростовской, Астраханской, Самарской и Ярославской областях. С начала июня было зафиксировано более десятка атак на объекты хранения и переработки нефтепродуктов. На этом фоне в России продолжают нарастать проблемы с обеспечением топливом. Сообщается о перебоях с бензином и дизельным топливом в оккупированном Россией Крыму, Белгородской, Ростовской, Астраханской областях, отдельных районах Сибири и на Дальнем Востоке. В ряде регионов фиксировались ограничения на отпуск топлива и рост оптовых цен. Швейцария голосует по одной из самых спорных инициатив последних лет. Гражданам предлагают ограничить население страны 10 миллионами человек. Инициаторы референдума утверждают, что страна уже сталкивается с перегруженной инфраструктурой, дефицитом жилья и ростом нагрузки на транспорт. Противники предупреждают о риске разрыва ключевых соглашений с Евросоюзом и называют голосование швейцарским Брекситом. В конечном итоге мы хотим защитить то, что любим, чтобы Швейцария оставалась прекрасным местом для жизни. Мы не устраним дорожные заторы за одну ночь, но это позволит нам адаптировать дорожную и железнодорожную инфраструктуру и строить жилье. Однако не такими темпами, которые в конечном итоге не позволят нам справиться с этим огромным притоком людей. Сейчас население Швейцарии уже превышает 9 миллионов человек. После введения свободного передвижения людей с Евросоюзом в 2002 году оно выросло почти на 2 миллиона. Иностранные граждане сегодня составляют около 28% населения страны.
Скажем так, учитывая размеры нашей страны, этого же уже более чем достаточно. Я имею в виду, если население превысит 10 миллионов человек, что мы будем делать? Где мы разместим всех этих людей? Хорошо принимать новых жителей, но что они будут делать? Жить на улицах? Если получится, как в Париже, то нет. 10 миллионов более чем достаточно. Я приехал в Орб чуть больше 25 лет назад. Тогда нас было немного больше 5000 человек. Теперь они хотят довести население района до 10 тысяч, но это ведь маленький городок. Что они собираются делать? Бизнес выступает против инициативы. Представители гостиничной отрасли предупреждают, что ограничения могут привести к отмене соглашений о свободном передвижении и нанести удар по рынку труда. Да, нас эта инициатива очень беспокоит, потому что она предусматривает ряд мер, вызывающих серьезную тревогу у нашей отрасли. Речь идет, с одной стороны, о прекращении действия соглашения о свободном передвижении людей, а с другой — соглашение Шенген-Дублин. Если оба этих элемента будут отменены, последствия для нашей отрасли окажутся очень серьезными. Мы больше не сможем напрямую привлекать квалифицированных работников со всей Европы, и это станет большой проблемой. В Швейцарии, например, более 50% сотрудников гостиниц являются иностранными гражданами. Если мы потеряем доступ к этим специалистам, поддерживать гостиничный и ресторанный бизнес на нынешнем уровне будет очень сложно. Отдельный спор вызывает вопрос отношений с Европейским Союзом. В Женеве и Цюрихе противники инициативы размещают агитацию с изображениями Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина рядом с лозунгом «Разорвать отношения с Европой сейчас нет инициативе ШНП». Европа нуждается в нас. Мы нуждаемся в Европе. Мы соседи. Нас многое объединяет. И я не понимаю, почему Европа должна нас исключать. Если именно так Европа поступит, если именно этого она хочет, тогда она просто покажет свое истинное лицо. Эта инициатива чрезвычайно опасна. Она опасна потому, что прежде всего носит откровенно ксенофобский характер. По сути, иностранцев делают козлами отпущения. Будто именно они являются причиной всех проблем общества. Она опасна еще и потому, что вводит людей в заблуждение. Она не решит проблему устойчивого развития, как заявлено в ее названии. Напротив, она рискует обеднить Швейцарию и серьезно подорвать соглашения с Европейским Союзом, которые сегодня важны как никогда. Сегодня нам как никогда нужны тесные связи с Европой. Нам нужны прочные отношения. Нам нужен диалог. Нам нужно единство перед лицом роста популизма и усиления влияния автократов. Когда мы смотрим на Соединенные Штаты, Россию или Китай, Европа должна оставаться демократической и единой силой. И Швейцария должна участвовать в этом диалоге. Сторонники открытой миграционной политики напоминают и о демографической проблеме. Население страны стареет, а число работников постепенно сокращается. Людей постоянно пугают иммигрантами и иммиграцией, хотя в действительности мы прекрасно знаем, что швейцарская экономика не может существовать без иммиграции. Нас просто недостаточно, чтобы поддерживать ее работу. Да, есть и другие проблемы. Например, безработица. Я не говорю, что нашу систему не нужно менять. Но сначала нужно решить другие вопросы, прежде чем принимать закон, ограничивающий население Швейцарии 10 миллионами человек. И, признаюсь, я хотела бы видеть в Швейцарии больше людей, потому что, когда я выйду на пенсию, нам понадобятся люди, которые будут работать и обеспечивать пенсионную систему. Нельзя сказать, что в Швейцарии не хватает места. В наших горах пространства более чем достаточно. Кроме того, моя мать сама приехала сюда как иммигрантка, поэтому вся эта история кажется мне немного нелепой. И разговоры о том, что мигранты якобы отнимают рабочие места, полная чушь. Статистика и исследования уже давно доказали, что это не так. Первые итоги голосования появятся уже к вечеру воскресенья. Дональд Трамп сегодня отмечает 80-летие необычным способом. Сегодня вечером на южной лужайке Белого дома впервые в истории пройдет турнир UFC. Формально шоу посвящено 250-летию Соединенных Штатов, однако дата совпадает и с Днем флага, и с юбилеем самого президента. Знаете, 14 июня у нас состоится большой турнир. Такого больше никогда не будет. Такого никогда раньше не было. В нем примут участие лучшие бойцы. 4 лучших бойца стоят прямо за моей спиной. И все они чемпионы. Турнир пройдет прямо перед Белым домом. Вот картинка, думаю, многие ее еще не видели. Для проведения боев на территории Белого дома построили временную арену The Claw, восьмиугольную конструкцию высотой около 28 метров. Церемониальное взвешивание прошло у мемориала Линкольна в Вашингтоне. Организаторы ожидают рекордную аудиторию для смешанных единоборств. Главным событием вечера станет объединительный бой в легком весе.
Непобежденный чемпион UFC Илья Топурия встретится с временным чемпионом Джастином Гэджи. Вторым главным боем станет поединок между бывшим чемпионом в двух весовых категориях Алексом Перейрой и французом Сирилом Ганом. В программе также заявлены Шон О'Мэлли, Дерек Льюис, Боникл и другие звезды организации. Не знаю. Я даже не знаю, кто там будет. Так что я вообще не представляю, какая там будет атмосфера. Знаю только, что будет безумие. Это мой первый раз, когда я вижу Белый дом не в кино или где-то еще. Вы когда-нибудь хотели попасть в Белый дом? Я хотел попасть в Белый дом, просто посмотреть, как там все устроено, и сделать кое-что из того, что там делал Билл Клинтон, чтобы потом сказать, что и я это сделал. Вы встречались с президентом Трампом? Нет, пытался поговорить по телефону, но после моего боя в Теннесси толпа так громко шумела, что я почти не слышал, что он говорит. Но голос я услышал. Звучит прямо как персонаж из Южного парка. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что турнир состоится при любой погоде. Вечером на турнире каждый из двух бойцов, участвующих в главном поединке, заработает по $400 тысяч. Кроме того, 2 бонуса за лучшее выступление вечера составят по $425 тысяч каждый. Поздравляю всех, удачи! Меня уже тошнит слышать разговоры о погоде и всей прочей ерунде вокруг этого мероприятия. Мы будем драться в воскресенье вечером на лужайке Белого дома, несмотря ни на что. Связи Трампа с UFC насчитывают более 20 лет. В начале 2000-х, когда многие казино и арены отказывались принимать турниры по смешанным единоборствам, Трамп предоставил площадку в казино Тадж Махал в Атлантик-Сити. Глава UFC Дэйна Уайт неоднократно говорил, что именно тогда Трамп помог организации выжить и выйти на национальный уровень. С тех пор Трамп стал постоянным гостем крупнейших турниров UFC. Он регулярно появляется у октагона вместе с Дэйной Уайтом, Илоном Маском, членами администрации и политическими союзниками. Что особенно впечатляет за последние 25 лет нашей работы, когда мы приезжаем в разные страны, президенты этих стран или представители королевских семей все любят бои. Но еще важнее другое. Если человек выглядит как ты, говорит как ты и родом из того же места, что и ты, а затем становится лучшим бойцом в мире, вся страна начинает его поддерживать. Это очень мощная вещь. Поэтому я хочу поблагодарить госсекретаря Рубио за всю его поддержку. И, как сказал Лоуренс, для нас огромная честь быть здесь и участвовать в этом. Спасибо всем. Белый дом рассматривает нынешний турнир как часть более широкой стратегии по использованию крупных спортивных мероприятий для укрепления имиджа администрации перед чемпионатом мира по футболу 2026 года и Олимпиадой в Лос-Анджелесе. Белый дом — это дом народа. Он принадлежит народу Соединенных Штатов. Празднование 250-летия Америки принадлежит народу Соединенных Штатов. И есть миллионы и миллионы американцев из самых разных слоев общества, которые не обязательно интересуются политикой, финансовыми рынками или чем-то еще, но они любят этот спорт. Для них возможность увидеть это событие на фоне своего Белого дома как часть празднования нашей страны и ее 250-летия. Это подарок американскому народу. Именно в этом смысл воскресного вечера. Это подарок американскому народу. Они увидят свой Белый дом и свой Капитолий в день рождения своей страны во время исторического события. Миллиард людей по всему миру будут смотреть, как Америка отмечает свое 250-летие с Белым домом на заднем плане и одними из лучших спортсменов мира в октагоне. И мы рады быть частью этого. И мы рады участвовать во всем том, над чем будем работать вместе в ближайшие годы. Время критики администрации называют проведение турнира на территории Белого дома беспрецедентным смешением спорта, политики и президентского бренда. Попытка через суд остановить мероприятие была отклонена. Министерство юстиции заявило, что организаторы действуют в рамках закона, а иск был подан слишком поздно. Таким образом, впервые за 250-летнюю историю Соединенных Штатов Белый дом на один вечер превратится в арену для боев без правил. А главным зрителем станет человек, который еще задолго до прихода в овальный кабинет был одним из самых известных поклонников этого вида спорта не только на спортивной арене, но также в бизнесе и политике.